Монахиня скрывала свою беременность в течение всех 9 месяцев. Но то, что произошло в день родов, всех шокировало. Лиза была молодой послушницей в монастыре Святой Агаты, стоящем на уединенном утесе над озером Талмир. Монастырь славился своей строгостью и отрешенностью от внешнего мира. Здесь Лиза надеялась найти смысл жизни, предав себя молитве, труду и служению Богу. Она была тиха, скромна, с добрыми глазами и робким сердцем. С самого начала она старалась не подводить ни наставниц, ни Бога. Но все изменилось одним весенним утром. Лиза проснулась от тошноты. В животе бушевала странная тяжесть, а голова кружилась. Она выбежала на улицу, едва не упав возле древнего колодца. К ней тут же подбежала сестра Беатрис, самая молодая из монахинь и единственная, кто по-настоящему относился к Лизе с теплотой. «Лиза, что с тобой?» — обеспокоенно спросила она, кладя ладонь ей на спину. «Просто, наверное, я устала», — выдохнула Лиза, вытирая пот со лба. Но симптомы не исчезли. Через несколько дней они только усилились. Тошнота по утрам, усталость, чувствительность. С каждым днем Лиза все больше осознавала невозможное. Она была беременна. Но как? Она ведь не нарушала обета, никогда ни с кем не была. Мысль о чуде сменялась страхом. Она начала прятать изменения своего тела под свободной рисой, жила в страхе быть разоблаченной. Через месяц мать-настоятельница монастыря Маргарет вызвала ее. Лиза сидела перед столом, не в силах поднять глаза. Острый взгляд настоятельницы будто пронзал ее насквозь. «Кто отец ребенка?» — прозвучал вопрос. «Я не знаю, матушка. Не ври мне, дитя. Все видят. Ты думала, можно будет скрыть это от Господа и от нас». Слезы выступили у Лизы на глазах. Она покачала головой. «Я говорю правду. Я не знаю, как это случилось». Маргарет была непреклонна. С этого дня Лизу исключили из молитв, перевели в отдельную комнату без отопления. Ее стали наказывать ежедневными часами на коленях в каменном дворе, морили голодом, давали лишь кусок черствого хлеба и воду. Сестра Саманта, одна из старших монахинь, шептала остальным: «Она позорит нас. Это бесовщина. Если мы допустим это, проклятие ляжет на всех нас». Никто не вставал на защиту Лизы, кроме Беатрис. Та иногда приносила ей немного еды, садилась рядом, держа за руку, шептала слова поддержки. Но ее тоже стали сторониться. Настоятельница пригрозила ей наказанием за сочувствие грешнице. Ночами Лиза обнимала свой живот, молясь и умоляя Господа открыть ей истину. В одном из своих ночных кошмаров она увидела мужчину в черной рясе, лицо скрыто тенью, и голос его говорил: «Ты ничего не помнишь. Ты спала. Все произошло под Божьим знаком». Она проснулась в слезах, сердце колотилось. Позже в коридоре она столкнулась с отцом Грегом, духовным наставником монастыря. Его взгляд был холоден, голос почти шепотом. Иногда Господь выбирает людей, даже если они не осознают этого. Не пытайся идти против воли свыше. В ту ночь Лиза поняла, что он сделал. Ее лихорадило, лоб был покрыт потом, а мысли путались. Желание бежать нарастало с каждой минутой. Но монастырь Святой Агаты был словно крепость. Он стоял на обрывистом утесе, со всех сторон окруженный отвесными скалами, густым лесом и высоким каменным забором. Ворота охранялись дежурными сестрами, которые подчинялись лишь прямым указаниям настоятельницы. Никто не приходил и не уходил без ее ведома. Вокруг не было ни деревень, ни троп. Путь вниз вел только через крутые лестницы, открытые только днем.
Она оказалась в ловушке. Однажды сестра Беатрис пришла к ней с решимостью в глазах. «Ты должна бежать, иначе они убьют тебя». Лиза смотрела на нее с ужасом. «Куда я пойду? У меня никого нет». «У тебя есть Бог, и есть ребенок, которого ты должна спасти». Беатрис показала ей ключ от задней двери кухни. В ночь после вечерней молитвы она оставит ее открытой. Сердце Лизы стучало как барабан. Она вышла из комнаты, скользнула по темному коридору, но у двери ее остановила сестра Саманта. «Грешница, ты не уйдешь. Бог тебя накажет». Лизу потащили обратно. Маргарет вошла, глаза ее горели гневом. «Предательство!» — закричала она. «Беатрис, ты погубишь всех нас!» После этого Беатрис была заточена в карцер, и Лиза снова оказалась одна. Прошло еще 2 недели. Ее тело истощилось. Она не могла ходить, только лежала, обнимая свой живот. И вот в ночь, когда гроза разрывала небо, у Лизы начались роды. Она кричала от боли, но никто не слышал. Или никто не хотел слышать. Лиза родила одна, в грязи и тьме, и в тусклом свете свечи увидела на груди младенца родимое пятно в форме звезды, символа пророчества в Писаниях. Наутро, когда монастырь проснулся, Лиза уже держала ребенка на руках. Сестры, увидев родимое пятно, оцепенели. Сестра Саманта прошептала: «Это знак? Мы ошиблись». Настоятельница ворвалась в зал, побледнев. «Это не дар, это искушение». Но все было иначе. Беатрис, которой удалось выбраться из карцера благодаря помощи одной из старших сестер, принесла доказательства. Дневник, в котором отец Грег собственноручно делал записи о своих наблюдениях и действиях. Среди них была запись, подтверждающая, что он добавил снотворное в питьевую воду Лизы перед ночной мессой, тем самым лишив ее сознания в ту самую ночь. Монахини одна за другой читали эти строки, и в их глазах появлялось не просто сомнение, а ужас и отвращение. Возмущение нарастало, как волна. «Мы все поверили лжи», — прошептала одна из них. Сначала начались споры, но затем гнев и раскаяние охватили почти всех. Настоящий бунт вспыхнул в стенах монастыря. Отец Грег был схвачен и передан местным властям для расследования и суда. Маргарет пыталась отрицать свою причастность, утверждая, что действовала из веры и страха, но ее хладнокровие, с которым она мучила Лизу, уже никто не мог простить. Совет монастыря отстранил ее от всех обязанностей и изгнал с позором. После этого монастырь начал меняться. Лиза с младенцем на руках покинула монастырь. Ее прошлое не исчезло, но она больше не была его пленницей. Она стала свидетельством того, что истина может быть спрятана, но никогда не будет уничтожена. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.